каждой организации множество бизнес-процессов. При правильном внедрении BPM владелец процесса обладает серьезными полномочиями и значительно влияет на бизнес компании. Занимать эту должность могут только самые достойные. Но где же взять столько сильных людей и кто, наконец, будет работать, когда все вокруг будут руководить? Всем привет, меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Часто владельцем сразу нескольких процессов становится кто-то из топ-менеджеров. Он не выполняет весь объем обязанностей своей роли самостоятельно, а делает это с помощью других сотрудников. Так логично появляется администратор процесса, процессный аналитик, процессный методолог, ну и многие другие. Администратор процесса следит за исполнением уже функционирующего бизнес-процесса. В его обязанности входят работа с персоналом, сбор и отправка владельцу процесса откликов и предложений по усовершенствованию, организация работ на местах, передача информации владельцу процесса. Обычно администраторы процессов — это руководители отделов, в которых протекают эти процессы. То есть это функциональный менеджмент. Следующие две роли уже не являются руководителями и обычно обслуживают интересы не одного бизнес-процесса компании, а сразу множества. Это процессный аналитик и процессный методолог. Обычно львиную долю работы в проекте внедрения BPM делают как раз процессные аналитики, настоящие труженики процессного фронта. Самая главная задача процессных аналитиков — проектирование и анализ бизнес-процессов под управлением владельца. То есть это руки владельца процесса. Зафиксируем. Функция администратора процесса — сделать так, чтобы готовый процесс работал на местах как надо, тогда как функция аналитиков — это моделирование и анализ. И, конечно, всем ходом работ руководит владелец процесса. Что еще входит в обязанности процессных аналитиков? Первое. Ведение репозитория бизнес-моделей. Второе. Моделирование процессов в VPMS и системах проектирования бизнес-процессов. Третье. Сбор сведений от участников и потребителей процессов. На их основе и производится анализ процесса. Также аналитики вместе с процессной командой ведут очередь запросов на изменения процесса, управляют реестром, выставляют приоритеты, общаются с потребителями процесса. Наконец, последняя роль, на которой хотелось остановиться поподробнее, это процессный методолог. Процессные методологи обычно не служат интересам конкретного бизнес-процесса, а обслуживают процессный офис целиком. Их работа заключается в поддержании и разработке стандартов, методологий, норм документирования процессов. Также в зону ответственности процессного методолога могут входить рост уровня процессной зрелости, стандартизация методов и средств BPM, архитектура решений, стандарты качества моделирования в инструментах BPMS, а также консультирование и обучение сотрудников стандартам. В литературе по процессному управлению приводится множество других ролей, которые сегодня я упоминать не буду. На практике они встречаются достаточно редко. Выделить можно разве что процессного лидера. Это топ-менеджер компании, который выступает чем-то вроде куратора для владельца процесса и следит, чтобы рекомендации по изменениям процесса и их приоритизация соответствовали стратегическим планам компании. Также он может участвовать в восстановлении целевых показателей процесса. Но все же на практике это случается достаточно редко. Нужно понимать, что единого рецепта идеальной структуры процессного офиса не существует. Очень важны зрелость организации и ее размеры. То, что будет работать в крупной и разветвленной организации, просто погубит небольшую организацию бюрократическими путами. Компания проектирует систему управления, исходя из своих целей, культуры и ресурсов. В конце концов, зачастую все упирается в конкретных людей. Занимать ключевые позиции процессного офиса должны достойные люди с крепким желанием работать на совершенствование. И вся культура организации должна быть построена вокруг этой парадигмы. На сегодня у меня все. Не забывайте нажимать на колокольчик, подписываться на канал и ставить ваши лайки. До новых встреч!